Ничего страшного, если там люди живут, значит я тоже там поживу. Ничего страшного. Выходят с детьми гулять, они выходят гулять часами. Я не знаю, я не понимаю, как вы это делаете, я не понимаю. Для россиян чай пить, это какая-то традиция. Вот так температура поднимается. Я уже не могу дышать. Вот я такой, давай я чуть-чуть сначала выйду, подышу чуть-чуть. Здорово, дорогие друзья, меня зовут Эпан Зехе, и я уже больше чем 5 лет живу в России. И в этом ролике я вам расскажу о некоторых вещах, которые нормальны для россиян, но для иностранцев это очень-очень сильно странно. Давайте, поехали. Несмотря на то, что я уже больше чем 5 лет живу в России, есть некоторые вещи, которые до сих пор сложно привыкаться. И самое первое, самое главное для меня это холод, зима и холод. Когда до того, как я приехал в Россию, я знал, что в России очень холодно. Я, конечно, себе сказал тогда, что ничего страшного, если там люди живут, значит я тоже там поживу, ничего страшного. Но когда я приехал в Россию, я начал учиться. Через некоторое время мне нужно было работать. Я пошел на работу, и я работал курьером. Тогда я понял, что этот холод, это не такой обычный нормальный холод. Когда для россиян, я работал там с пацанами россияне, когда для них нормально было работать в минус 15, минус 20, они ходили, доставили без проблем. Когда я выходил в этот холод, минус 20, 15 минут, я уже мерзну. У меня глаза еле-еле открываются. И я тогда понял, что этот холод не такой обычный холод. Это очень-очень странно для иностранцев. Например, когда я работал так, мне говорили, надо одеваться тепло. Я, конечно, одевался тепло. Я одевался как капуста, много одежды, много слоя одежды. Но это все равно не изменило ничего. Потому что я больше чем полчаса не мог терпеть эту холода. Когда я выхожу на доставку, через полчаса, даже макс 15 минут даже, у меня пальцы уже мерзнут, пальцы на ногах, на руке, я уже не могу дышать нормально. И вот я понял, что это не важно, как я одеваюсь тепло, это все равно для меня, это температура, этот холод, это очень странно. Но в это время я вижу, когда россияне даже выходят с детьми гулять, они выходят гулять часами, я не знаю, я не понимаю, как вы это делаете, я не понимаю. Как вы можете пить этот холод, выходить гулять, играть даже в этот холод, кататься на коньках часами, даже все нормально для них, а для меня это не нормально. Это очень-очень странно. Для меня, я думаю, что для меня и для многих иностранцев это холод. Это один из самых странных вещей, которые в России. Следующий пункт это чай питье. И заметьте, что в России люди постоянно чай пьют. Завтрак, обед, ужин и даже между они тоже чай пьют. Я не понимаю. Ну ладно, еще могу понять, что зима чай, потому что зима это очень холодно. Нужно как-то греться. И чай реально помогает греться. Но когда летом плюс 35 жарко, еще чай пьют, это вообще для меня непонятно. До этого я вообще чай не пил. Я могу говорить, что я чай пил один раз в неделю или даже в месяц чай пил. Но когда меня пригласили в друзья, мне чай предлагали. Чай с молоком или без молока. Когда подарили что-то, чай подарили. Разный вид чая. И когда меня пригласили уже, я понял, что меня будут предлагать чай, я не мог отказаться постоянно. Один раз отказываешься, это нехорошо. Я уже начал согласиться. А через некоторое время, 1, 2, 3 года, я привыкался. Сейчас я тоже чай пью. 3 раза в день. Даже моя сестра говорит, почему ты так сильно пьешь? Потому что она не понимает, что когда ты живешь, ты понимаешь, что это для них, это не просто еда. Для россиян чай пить, это какая-то традиция. Когда я это понял, я понял, что ладно. Мне тоже надо чай пить. Сейчас я разный вид, я уже чай люблю реально. Я пью черный чай, Greenfield. Я люблю такой, который варится, не пакетики, я уже не знаю. Я не знаю, как это уже стало для меня нормально. Но до этого это было очень-очень-очень странно. Раз мы начали говорить о жаре, есть такая штука в России, которая называется баню. Где люди сидят в жаре, купаются и очень жарко. Один раз меня вдруг пригласили в баню. Говорит, давай пошли. Я говорю, ну ладно, давай, я же с Камеруна. Что, давай пошли. Мы же пошли туда. Пришли, мы сначала пошли купаться, мыться, потом одели такую штуку в голове, чтобы голову себе обезопасить. Мы зашли туда. И вот мы сели. Было очень жарко, где-то 50 градусов. И даже больше, мне кажется. Я сел, он говорит, сиди вниз. Я сижу вниз. Скромно сижу.
Через некоторое время я начинаю потеть. И потом я уже не могу терпеть. Был один мужик там, который сидит рядом. Он постоянно добавил, он брал вода, выкинул там, и вот жары, пар вот так вышел. И вот так температура поднималась. Я уже не могу дышать. И вот я такой, давай, я чуть-чуть сначала выйду, подышу чуть-чуть. Я вышел, подышал, и я зашел обратно. Этот мужик уже, он вверх пошел. Я такой, блин, там еще жара уже был больше. Я такой, блин, я чувствую, как своей кожи уже ненормально. Этот мужик еще говорит, добавить. Я говорю, блин, что он так делает? Это у него жара не хватает? Я не знаю. Я так теплю, еле-еле теплю жару. Я такой, блин, я не могу уже терпеть. Он еще берет, еще как-то в детке, еще себя бьет. Такой, блин, что такое, я не могу понять. Через некоторое время я уже говорю мой другу, давай, я не могу терпеть, давай, выхожу. Вышел, чуть-чуть подышал и пришел. И потом я понял, что это на самом деле расслабиться. И меня расслабиться, сидишь вот так, потеешь, и все. Ты чувствуешь себя лучше, хорошо, легче. Это было первый раз. Но потом я начал ходить в следующий раз, и потом меня стало легче. Я начал любить, начал понять. И это я понял, что это очень хорошо для здоровья, для самочувствия. И вот некоторые люди даже ходят в баню, а потом сразу выходят из бани в снег. И обратно из снега в баню. Конечно, для меня это очень экстремально. Я думаю, что через некоторое время я, наверное, попробую тоже. Но пока мне нравится простой баню. И следующее, которое очень сильно шокирует иностранцев, это то, что 24 и 25 декабря в России это нормальный день. Я не знаю, что в России... Ну, конечно, когда я приехал, до того, как приехал в Россию, я знаю, что в России православный христианин. Но я не знаю, что 24 и 25 декабря не будет каникулы. Я помню, когда я приехал в Россию первый год, я учился под факи. У нас 25 декабря был экзамен. Мы говорим учителю, что как это? Он говорит, нет, тут 25 декабря это обычный нормальный день. Я же привык был, что 25 декабря есть атмосфера, каникулы, не ходим никуда, отдыхаем, сидим дома. Но когда я пришел, мне говорили, что в этот 25 декабря у меня будет экзамен. Я это не понимаю. И это не только первый год. Потом, когда я поступил в университет, постоянно сессии начались в 24 и 25 декабря у нас сессии начались. Зачеты надо задавать. Я такой, блин, я это не могу понять. Но было мне тяжело привлекаться. Но это Россия. И только через некоторое время я понял, что они передвигали. Значит, не отдыхают 24 и 25 и начинают отдыхать 7 января. Но зато хорошо. Значит, начиная с 31 декабря и до 9, даже до 10 иногда. Даже потом, и даже есть старый Новый год, до 14 отдыхают. Это очень хорошо. Но все равно этот замен был для меня вначале очень сильно странно. Тоже о праздниках. В России и в многих других странах в мире во время праздники принято дарить друзьям, семье подарки. Но, по-моему, в России эта традиция еще сильнее. Потому что, например, 1 сентября, когда в моей стране люди ходят в школу 1 сентября с учебниками, тетрадями, в России дети ходят в школе в 1 сентября с цветами. Для чего, чтобы подарить учителю? Я не знаю, какая еще страна в мире. Если вы знаете, где еще в мире дарить учителей 1 сентября цветы, пишите в комментариях. Но, по-моему, это в России я первый раз это вижу. Я не знаю еще в какой стране, где подарить учителями 1 сентября цветами. И все знают, даже родители покупают цветы, дают детьми, чтобы они понесли в школу и подарить своим учителям. Поэтому это иногда очень сильно удивляет иностранцев, что это как, и это почему. Но я потом понял, что это нормально, потому что они ценят свои учителей, они любят свои учителей, и как бы, чтобы это показать, они решают им подарить цветы. Раз мы начали говорить о школе, следующий пункт это про образование. Это то, что дети в России начинают ходить в школе в 1 класс в 7 лет. Почему так делать, я не знаю.
Для меня, я считаю, что это очень поздно, потому что в моей стране мы начинаем ходить в школе 3 года, а уже в 5 лет у нас уже первый класс. Это по программу так, это обязательно. И тоже дети начинают ходить в школе в Камеруне, они сразу идут с униформа. Но в России они идут без униформа. С садика до конца школы. Многие школы не используют униформа. Но в моей стране все используют униформа. Униформа это почти как твой паспорт. Мы видим твой униформу, мы знаем, в какой ты школе идешь, какой ты класс. И уже можем предполагать твой уровень. Но в России это не так. Дети ходят, не знают кто, куда, как, в какой школе не идет в школе не идет или как. Вот это вообще непонятно. Это очень сильно удивляет меня и многие иностранцы. Следующий пункт это круглосуточные магазины. В России в каждом районе где-то можно найти магазин или аптека, которая работает круглосуточно. Но в многих странах, особенно в странах, куда я, в 9 вечера, 10 максимум, все магазины закрываются. Один раз в России я заболел ночью. У меня температура была. Слава Богу, рядом работала аптека. Круглосуточно я вышел в час утром. Я пошел купить лекарства, выпил, у меня температура уменьшалась, я мог спать. Но если был в моей стране, я не смог так делать. Значит, я должен быть терпеть это всю ночь. И только утром я смог купить лекарства. Это для меня очень сильно удивительно, потому что есть люди, которые не спят и сидят ночью и работают до утра. И следующее, конечно, многие со мной согласятся на этого пункта. То, что в России многие курят. Я помню, когда я работал еще на стройке, когда я был студентом, каникулы, летом, работал на стройке. Каждые 50 минут люди перекур. А почему-то, и не только на стройке, даже в школе, в университете, где я учился. Перерыв, когда нужно чай пить, отдыхать, кушать, люди выходят курить. Я не понимаю. На улице вейп, мужчины, женщины, дети, ну не дети, подростки курят. Сигарет, вейп, все это. Многие курят. Для меня это очень было странно, что такое количество людей, которые курят, и по всем возрасте. Потому что в моем стране, чтобы видеть человека, который курит, это, наверное, такой человек опасный, такой человек, который считается бандит. Это у нас дети вообще курить нельзя, потому что если родители тебя видят курить, все, пипец. Ты получишь реально конкретно. А здесь люди курят свободно по улице. Это очень хорошо, что, конечно, запрещено курить в общественных местах. Дома, в транспорте, это хорошо. Но то, что даже на улице, многие так курят. Ты ходишь рядом с человеком вот так. У него он курит и сигарет вот так. На тебя вот так. Это очень-очень странно. И наконец-то, дорогие друзья, последний пункт сегодня. Это то, что многие иностранцы, и особенно те, кто не проживают в России, удивляются, как же люди живут в России с больше 10 тысяч станций. По всей сфере жизнедеятельности. Как люди могут жить? Они как ожидали, что уже полки будут пусты, очередь по магазинам будет, и что не хватает все для всех. Но многие удивляются, как можно жить в России, как вы успеваете жить с все эти санкции нормально. Это сильно удивляет всех иностранцев. И даже из-за этого многие иностранцы уехали. Но я не был удивлен, потому что я знал, что Россия великая и могучая страна, что несмотря на никакой санкции, все равно успеют, найдут какой-нибудь способ выживать. И оказывается, это было правильно. Скажите, пожалуйста, что вас удивило в другие страны? Когда поехали или когда есть у вас друзья, которые проживают в другие страны, или если вы сами жили в других странах, скажите, что вас удивило в этой стране. И на этом все, дорогие друзья. Если вам понравился этот ролик, нажмите здесь, чтобы посмотреть другие, и чтобы не пропустить следующие ролики. Подпишитесь. До скорой встречи. Пока.